предыдущих сериях. Грязные слухи. Я не взламывал NES Mini. Ламерство позорное. Для меня вот стало открытием, что в Linux можно монтировать одну директорию поверх другой. Костыли. Скрипты при этом монтируют нужные разделы, записывают новые игры, после чего выключают консоль. Велосипеды. Но я решил написать свою собственную библиотеку с нуля. И, конечно же, лень. Хотя в теории вполне возможно скомпилировать под NES Mini другой эмулятор. Но я оставлю эту затею людям поумнее. Привет! Да, у Костера наконец-то новые видео. Я переехал на новое место, и у меня наконец-то новый компьютер. Так что надеюсь, что теперь видосы будут почаще. Ну, а сегодня я продолжу свой рассказ об экспериментах с NES Mini. Ведь как-то так получилось, что именно после выхода предыдущего видео мы добились достаточно большого прогресса в этом деле. Прежде всего, я сделал то, что обещал в конце прошлого видео. Возможность выбирать алгоритм генерации дерева папок. А затем и вовсе сделал конструктор, в котором можно рассортировать игры вручную, как душе угодно. Такая достаточно тривиальная задача оказалась не такой уж простой. И отняла весьма много времени. Хотя я всегда говорил, что интерфейсы мне плохо даются. Вскоре после этого Mad Monkey сделал то, чего все так долго ждали. Он смог скомпилировать под NES Mini эмулятор RetroArch. Точнее, это не эмулятор, а мультиплатформенная оболочка на основе LibRetro для запуска других эмуляторов. Но не суть. Благодаря этому на NES Mini теперь можно запустить не только любые игры для NES, независимо от мапперов, но и игры с других консолей. SNES, Sega Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance и даже простенькие игры с Nintendo 64. Более того, даже эмуляция моего собственного картриджа работает. Само собой, появление таких возможностей сопровождалось кучей новых проблем и задач. Например, мне очень хотелось, чтобы эмуляция через RetroArch запускалась не из его собственной менюшки, а тоже из оболочки NES Mini. Я уже рассказывал, что для каждой игры просто указывается исполняемый файл, который нужно запустить, и параметры командной строки. Но помимо этого, родной эмулятор NES Mini взаимодействует с оболочкой, а именно позволяет выходить в меню, сохраняться, менять настройки. Мне хотелось, чтобы все эти фичи сохранились и при использовании RetroArch, чтобы пользователь не мог даже понять, что используется сторонний эмулятор. Это потребовало некоторого изучения того, как работает оболочка в NES Mini. Но все оказалось банально и просто. На самом деле, когда вы во время игры нажимаете кнопку для отображения меню, эмуляция не встает на паузу. Оболочка убивает процесс эмулятора, а эмулятор при выходе сохраняет игру во временный файл и делает скриншот. Оболочка же подхватывает эти временные файлы и показывает это как приостановленную игру, которую можно сохранить. В таком случае временные файлы просто копируются в постоянную память. Что же касается настроек, все они просто передаются в параметрах командной строки. Выходит, что поставленная задача весьма проста. Нужно написать скрипт для запуска RetroArch, который будет парсить параметры командной строки от оболочки, запускать эмуляцию, убивать эмулятор по сигналу от оболочки, сохраняя при этом игру в нужное место и делая при этом скриншот. Но нет, куда же мы без наших костылей? Если RetroArch и умеет делать автоматические сохранения, то вот с созданием скриншота при выходе все не так просто. Да, у RetroArch есть опции для создания скриншотов к сохранениям, но она не распространяется на автоматические сохранения. Я решил получить скриншоты альтернативным методом. В Linux фреймбуфер, в котором хранится изображение с экрана, доступен в виде псевдофайла. Нужно только как-то прочитать из него данные и сохранять в виде PNG файла. К счастью, я быстро нашел для этого готовую утилиту, которая так и называется FBgrab. К моему великому удивлению, я смог скомпилировать ее под NES Mini самостоятельно. Гордость переполняла меня, когда она запустилась. Но получаемые с ее помощью скриншоты были какими-то странными. Почему-то во фреймбуфере NES Mini почти у всех полезных пикселей стоит 100% уровень прозрачности. Пришлось дорабатывать эту утилиту, чтобы она прозрачность игнорировала. Да и откуда может быть прозрачность на скриншоте? Вскоре все заработало. Правда, соотношение сторон скриншотов были немного неправильные. Ведь оболочка рассчитана получить скриншот в соотношении 4 к 3, а не 16 к 9. Но это опять же решилось простой доработкой утилиты. Ну или не очень простой. Я сделал автоматическое определение размера. Слава Open Source! А еще я дописал в скрипт запуска RetroArch код, который через утилиту HexDump читает заголовок NES файла, определяет маппер и автоматически решает, какой эмулятор запускать, оригинальный или RetroArch. В итоге пользователю вообще не надо париться по поводу совместимости NES игр. Если родной эмулятор NES Mini не поддерживает игру,
RetroArch запустится автоматически. Увы, полноценную альтернативу ретро-фильтру найти так и не удалось. Но все это мелочи по сравнению с тем, что получилось сделать. Однако впереди были задачи посерьезнее. Как позволить пользователю максимально легко устанавливать эмулятор и модуль к нему? MadMonkey предложил сделать универсальную систему модов, которая была бы совместима и с его Hakchi, и с моей Hakchi 2, и позволяла бы легко в виде плагинов устанавливать самые разные хаки, от банальных скинов до альтернативных оболочек и эмуляторов. Это была череда очень приятных бессонных ночей, когда мы с MadMonkey сидели в IRC и обсуждали, как лучше все сделать. При этом он писал очень классный, красивый код, я его тестировал, находил ошибки и заменял своим ужасным кодом. После чего он менял мой кривой код на свой, и все повторялось заново. Так продолжалось где-то неделю, после чего система модов была готова. Мы условились, что модули должны иметь расширение HMod, являясь при этом на самом деле tar.gz архивами, которые содержат в себе необходимые файлы и скрипты, выполняющиеся при установке и удалении. При этом в самом Hakchi был реализован набор функций для копирования и подмены файлов. Позже я написал подробный гайд по созданию модов с примерами, начиная от банального редактирования интерфейса и вплоть до того, как поставить пароль на вашу NES Mini. Можете найти и почитать его на GitHub, а то слишком уж много информации для видео. Все это позволило комьюнити участвовать в создании и распространении самых разных модификаций. Так в сети скоро стали появляться и скины, и модули для перевода Famicom на английский язык, и много чего еще. Кстати, MadMonkey сделал очень легким процесс превращения NES Mini в Famicom Mini. И наоборот. Я же перенес в модули часть функционала Hakchi 2, вроде расширенных шрифтов и драйвера контроллеров. Ну и конечно же, самым первым модом, представленным общественности, был эмулятор RetroArch и плагины к нему для эмуляции разных консолей. Надо отдать должное человеку с ником PCM720, который взял на себя ответственность развивать проект мода дальше. Я даже дал ему полные права на GitHub. Здорово, когда находятся такие люди, ведь весьма сложно следить за несколькими проектами сразу. Мне же хотелось продолжить работу над Hakchi 2. Кстати, Hakchi 2, конечно же, пришлось тоже дорабатывать. И если с установкой и удалением модулей все понятно, то вот с играми все было не совсем ясно. Я очень уж не хотел добавлять прямо в Hakchi 2 поддержку игр с платформ, отличных от NES. Все-таки это такая нестандартная фишка, добавляемая отдельным модом, который даже в комплекте не идет. Но огромное сообщество пользователей настаивало на этом. Причем они хотели полный функционал вместе со всякими обложками, иконками и прочими фишками. Так что я сдался. Сделал для каждой консоли отдельный класс со своими особенностями. А человек под ником NeoRay нарисовал кучу классных картинок под каждую консоль, за что ему огромное спасибо. А дальше было самое интересное. При разработке программного обеспечения постоянно приходится выбирать между простотой и функциональностью, между стабильностью и возможностями. При этом правильного выбора зачастую вообще нет. И вот, когда люди стали записывать сотни разных игр с разных платформ, они столкнулись с проблемой, что для добавления или удаления всего одной игры им необходимо записывать все игры заново. Ведь, как я уже рассказывал в прошлом видео, мы не имеем никакой обратной связи с консолью. Мы лишь берем кучу игр, скрипт для их установки и запускаем это дело на NES Mini, предполагая, что уже установленные игры должны удалиться, а новые установиться. У нас нет никакой возможности узнать, какие игры уже установлены. И не надо писать мне в комментариях о том, что это можно делать на стороне компьютера. Это ненадежно. Я до сих пор отдуваюсь за перемычку на картридже из-за метода работы с сохранениями. Каждый день об этом пишут. Аналогично, без UART кабеля нет никакой возможности получить какие-либо файлы из системы. Нельзя даже банально свои сохранения оттуда забэкапить. Нельзя и посмотреть, чем загадили свою систему, что там места не хватает. Что уж совсем плохо. В общем, мы начали думать, как эту проблему решить. MadMonkey, например, предлагал писать нужные данные в отдельную область флеш-памяти, а потом через файл-режим читать их оттуда. Но я рассматривал такой вариант как самый крайний. Японец Honeylab продвинулся в этом гораздо дальше. Он смог сделать, чтобы NES Mini, Famicom Mini, виделся как флешка. Аналогично он смог и флешку туда подключить, но при этом он полностью пересобирал ядро без совместимости с оригинальным функционалом. Размышляя над этой задачей, я продолжал постепенно изучать устройство NES Mini и заметил, что в автозагрузке стоит запуск USB-гаджета под названием Clover. Очевидно, это что-то разработанное самой Nintendo.
По лицензии GPL исходные коды модуля должны быть общедоступны. Так и есть, я нашел его среди исходников ядра Linux на сайте Nintendo. Всего один небольшой файлик. Что же там? Запрос на потребление большого тока от USB. Логично, это чтобы консоль можно было питать не только от мобильных зарядок, но и от компьютера. Собственно, поэтому компьютер и определяет NES Mini как устройство. Что тут еще? Внезапно код ввода-вывода данных по USB и код работы с псевдофайлом. Я проверил, этот псевдофайл действительно есть на NES Mini. В этот момент меня разрывало противоречие и непонимание. С одной стороны, это должно работать, в теории. С другой, я поверить не мог, что люди, которые скомпилировали под NES Mini Doom, которые запустили на ней самые разные эмуляторы и которые изучили систему вдоль и поперек, не смогли заметить вот это вот, что на поверхности лежало. И если это работает, неужели мы зря столько времени использовали такие костыли? Я быстренько набросал программу для компьютера, которая пишет данные в USB, и успешно прочитал их из этого псевдофайла, равно как и наоборот. Это работает! В следующие несколько дней я вспоминал свои давно забытые навыки программирования под Linux и написал демон, который работает на NES Mini и позволяет прямо по USB получить и доступ к консоли, и выполнять команды, переадресовывая при этом по USB потоки ввода-вывода. Для компьютера же написал клиент, который потом встроил прямо в Hakchi 2. В итоге для закачки игр больше не нужно сжимать ресет, а передача данных происходит очень быстро. Буквально за минуту заполняется вся память. Раньше это занимало полчаса, причем приходилось разбивать процесс на несколько заходов, а большие файлы передать вообще не удавалось. Теперь же таких проблем нет. Вскоре на основе всего этого в Hakchi 2 появились менеджер сохранения игр, возможность снимать скриншоты и даже FTP-сервер. Да, я взял готовую библиотеку FTP-сервера, где работа с файловой системой реализовывалась в виде отдельной абстракции, и просто написал класс, который все операции работы с файлами переадресовывает по USB. В итоге подключаемся по FTP на localhost и видим файлы, которые находятся внутри NES Mini. Стоит ли говорить, насколько это облегчило работу создателям модов? Этой же штукой даже я пользоваться перестал. А мораль всей истории такова. Если еще никто не сделал то, что кажется вам легким и очевидным, не останавливайтесь. Вы с высокой вероятностью действительно можете сделать это. В мире миллионы людей, которые могут делать потрясающие вещи, но не делают этого только из-за того, что не верят в себя или думают, что это давно бы сделал кто-то другой, если это было так просто. А иногда достаточно просто начать. В дальнейшем было еще много мелких исправлений и доработок, о которых нет смысла рассказывать. Расскажу о самом интересном. Я смог разобраться, почему многие сторонние контроллеры, разработанные для Wii, не работали с NES Mini. У меня таких не было, но на проблему часто жаловались. Во-первых, оказывается, у Classic контроллера есть два формата передачи данных, и их можно выбирать. В интернете везде описан только один, и во многих сторонних контроллерах реализован только он. Драйвер NES Mini же использует другой формат, у которого больше разрядность и точность аналоговых стиков. Весьма иронично, ведь на NES Mini изначально не используются аналоги. Кстати, почему после прошлого выпуска мне в комментариях никто не сказал, что при запуске модуля ядра Linux можно передавать им параметры? Наверняка вот все заметили и смеялись надо мной. Во-вторых, в коде CloverCon драйвера на NES Mini есть защита от помех по питанию, которые свойственны при питании не от батареек. Он проверяет, что все неиспользуемые данные в памяти контроллера равны нулю. Хотя у многих китайских контроллеров они наоборот забиты FF-ками, то есть единицами в двоичной системе счисления. Все это решилось доработкой драйвера. Но все равно оставались еще очень китайские контроллеры, которые не хотели работать с NES Mini. И проблема была аппаратной, судя по всему. Чтобы решить эту загадку, сразу двое человек присылали мне свои контроллеры для тестирования, за что им огромное спасибо. Ответ оказался прост. Достаточно подтянуть линии данных двумя резисторами к питанию. И этого требует протокол I2C, который используется в этих контроллерах. А китайцы сэкономили на парочке резисторов. Увы, исправить это не так просто, как обновить программу, но очень многие пользователи смогли сделать это самостоятельно. Благо, что припаять два резистора может даже тот, кто впервые паяльник в руках держит. Ну и когда мне уже поднадоело возиться с этим проектом, и планы по дальнейшему развитию почти закончились, я наконец-то расшарил людям таблицу со строками из программы. И почти 20 людей с разных концов мира перевели ее на свои языки. Знаете, это очень странное чувство,
Когда долго работаешь над какой-то программой, а потом видишь ее на французском, немецком, испанском, итальянском, греческом и еще куче разных языков, воспринимается как что-то родное и чужое одновременно. У меня еще оставались кое-какие идеи и планы. Например, подключить SD-карту к свободным контактам, которые есть внутри NES Mini. Но я очень не люблю долго заниматься каким-то одним проектом. Да и у народа интерес уже подугас. Так что, наверное, дальнейшие изменения я буду вносить уже только после выхода с NES Mini, если она выйдет, конечно. Мам, я ж просил не лезть. После выхода с NES Mini. К счастью, нашелся человек, который решил продолжить мое дело. Я дал ему полный доступ к репозиторию на GitHub. Правда, результат его работы пока выглядит не очень стабильным. И в релизы не попадал. Но я в него верю. На этом можно было бы попрощаться, но видосов не было давно, а многим из вас нравится в первую очередь смотреть, как я что-то паяю. Так что впереди бонусная часть видео. Недавно мне написали ребята из Йота Арена. Это огромная площадка для проведения киберспортивных мероприятий в Москве. И они явно очень ответственно подходят к своему делу. Там не просто все оборудовано по последнему слову техники, но и с очень классным и необычным дизайном. И нет, они не платили мне за рекламу. Дело в том, что они решили установить у себя в баре необычные аркадные автоматы с ретро-играми в форме бочек. Но организация эта очень серьезная и не может позволить себе использовать эмуляторы с пиратскими ромами. А NES Mini в этом плане абсолютно легально. И идеально подходит для такой задачи. Но как ее подключить? Ясен пень, что засунуть в бочку телевизор с консолью труда не составляет. Но как вывести управление на аркадный стик с кнопками? И тут на помощь прихожу я! Ведь я как раз успел изучить принципы работы и все особенности контроллеров NES Mini. Сейчас и вам расскажу поподробнее. Контроллеры эти используют протокол I2C. Это протокол, разработанный компанией Philips, по которому обычно взаимодействуют микросхемы внутри устройства. Протокол этот очень популярный. Любой микроконтроллер умеет работать с этой шиной на аппаратном уровне. Несмотря на то, что протокол долгое время был защищен патентом, многие производители просто меняли его название в документации и использовали без каких-либо лицензионных отчислений. Как вообще можно запатентовать протокол, я не понимаю. Это же все равно, что запатентовать язык. Короче говоря, в NES Mini в этом плане все очень стандартно. И велосипед изобретать не нужно. Можно взять, как обычно, микроконтроллер от Mega 8, подключить к нему выводы кнопок и отправить их в состояние по I2C шине в NES Mini в понятном для нее виде. Схема простейшая, коды минимум, задача на один вечер. Приступим. Sweet daddy, sweet daddy, daddy, sweet daddy, sweet daddy, daddy, freak daddy, oh, sweet daddy, daddy, sweet daddy, oh, freak daddy, daddy. Мой папа не любит виртуальных машин. Где-то со времени Java 1 его как-то пытались соблазнить на .NET, но он смотрел на .NET, как будто его нет. C++ или C-Sharp — это юн сам по вкусу. За решеткой есть жизнь и на кладбище есть плюсы. Но мой папа не любит эти модные приколы, только чистый C по заветам старой школы. Папа может C, папа может C, пока это так, все в порядке на Руси. Папа может C, папа может C, .NET или Java, нет шки мерси. Папа может C, папа может C, Python или Ruby, господи спаси. Папа может C, папа может C, пока это так, все в порядке на Руси. Dale papi, vení aquí, sé que puedes hacerlo, vení. Dale papi, vení aquí, puedes hacerlo, vení. Только хардкор, настоящее мясо. Никакого ООП, никаких тебе классов. БДСМ, пати с утра и до утра. Мой папа четко знает, что такое буфера. 2 в 16 способов отстрелить себе конечности. Отладка дает представление о вечности. Кто не умер сразу, тот уже не убиваем. 20 лет стаж, мой папа стал джедаем. I am your father. Папа может C, папа может C, пока это так, все в порядке на Руси. Папа может C, папа может C, .NET или Java, нет шки мерси. Папа может C, папа может C, Python или Ruby, господи спаси. Папа может C, папа может C, пока это так, все в порядке на Руси. Let me speak from my heart, C will not die. Перепрошивай, перепрошивай. C не умрет никогда, так и знай. На нас работы хватит, не переживай. Let me speak from my heart, C will not die.
перепрошивай, перепрошивай. Си не умрет никогда, так и знай. Перепрошивай. Папа может си, папа может си. Пока это так, все в порядке на Руси. Папа может си, папа может си. .NET или Java, нет, шки мерси. Папа может си, папа может си. Python или Ruby, господи спаси. Папа может си, папа может си. Пока это так, все в порядке на Руси. Может си, папа может си. Папа может си, папа может си, папа может си. Все заработало без особых проблем. Выглядит весьма необычно. Играется еще необычнее. Очень уж непривычно играть в эти игры на стике, хотя многие из этих игр именно с игровых автоматов и пришли. И да, это еще раз подтверждает то, что пригодиться может любой опыт, даже если вы занимаетесь модернизацией каких-то игрушек ради собственного развлечения. Так что Nintendo на страже моего заработка и девственности. На волне всего этого я решил на скорую руку развести и заказать в Китае плату для устройства для подключения контроллеров от NES, SNES, Sega Mega Drive и Nintendo 64 к NES Mini. На самом деле это весьма старый мой проект, я это делал еще для Wii, но до ума так и не довел. Теперь надо доработать его с учетом всех накопленных знаний. На данный момент платы уже приехали. Да, ради прикола решил заказать их вот такого вот черного цвета. Скоро буду собирать. Сразу скажу, что этот проект не на продажу, а исключительно для себя. Ну, точнее, ради получения удовольствия от его разработки и сборки. И я, наверное, уже не буду снимать про это видео, но можно попробовать сделать стрим про то, как я это паяю. Пишите в комментариях, как вам такая идея. На сегодня же у меня все. Уже не терпится попробовать монтаж видео на новом компе. Надеюсь, следующее видео будет не через полгода. Но ничего не могу обещать. Ладно, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики, как там у вас принято. С вами был Кластер. Пока.